Как-то раз, когда был сильный мороз, домашний котик по кличке Флаффи пошел на прогулку, пока никого не было дома. Однако он не смог попасть обратно домой через дверцу, которую хозяева сделали специально для него, а мороз на улице все становился сильнее. Когда хозяева вернулись домой, то обнаружили своего любимца на территории двора в очень плохом состоянии. Он лежал в сугробе и замерз так сильно, что находился на грани жизни и смерти. Всю шерсть котика покрывали комья снега и кусочки льда. Сердце Флаффи еще билось, но тело уже почти закоченело от холода. Ветеринар, к которому привезли животное, рассказал о том, что его владельцы всегда очень заботились о нем и были ответственными людьми. Увидев состояние котика, врачи тут же принялись за работу, чтобы спасти его. Каждый делал все для того, чтобы Флаффи выжил. При помощи теплой воды ветеринарам удалось растопить налипший снег на шерсти питомца. После этого они стали сушить его шерсть феном и теплыми полотенцами. Через час котик стал приходить в себя и понемногу шевелиться. Владельцы так и не смогли понять, почем кот не смог самостоятельно попасть в дом через дверцу. Есть предположение, что на него напала собака, так как на теле Флаффи были обнаружены следы, похожие на собачьи укусы. Ветеринары сказали, что травмы несерьезные и жизни котика ничего не угрожает. Врачи и их ассистентка несколько часов занимались лечением Флаффи и его осмотром. После хозяевам пришлось дома следить за состоянием питомца в течение ночи. На следующий день котик уже нормально двигался и ходил. Владельцы очень переволновались из-за своего любимого котейки и приняли решение ограничить его в прогулках. Теперь ему позволялось выходить во двор лишь тогда, когда на улице было тепло. Кстати, до того, как семья купила дом в этом районе, котик жил на улице. Поначалу новые жильцы подкармливали Флаффи, а после решили забрать его к себе, чтобы он мог жить в теплом доме и ел столько, сколько ему хочется.